Вот и прошел почти год с тех пор, как мы используем самодельные капсулы Dolce Gusto. И снова Хау-кола. Ссылку на первое видео, в котором мы переделываем капсулы Dolce Gusto, вы можете увидеть в описании. За прошедший год капсулы Dolce Gusto нисколько не подешевели, а наоборот подорожали. Поэтому, надеюсь, и впредь мы будем использовать наши модифицированные капсулы. За время эксплуатации я немножко изменил способ набивки этих капсул. Теперь я использую для этого обычную чайную ложку. Многие скептики говорили, мол, это невозможно, капсулы будут покрываться плесенью, все из них вываливается, дырка разносится, ничего не будет работать. Все работает, если правильно набивать капсулу. Посмотрите, плесени никакой нет. Вот эти черные точки — это просто кофейная жижа, которая присохла. Дырки тоже не разработались так, что невозможно их использовать. Все отлично, все хорошо. Кофе продолжает формироваться с пеночкой. Все дело в правильной промывке и наполнении. Промываю я, как обычно, под струей воды. Все тщательно вымываю, потом просушиваю. Просушивать вот эту капсулу разобранную обязательно надо. Почему? Если не просушить, то, естественно, будет возникать плесень и поселяться всякие микроорганизмы, которые нам совершенно не нужны. Но если капсула просушена, то все отлично. Берем просушенную капсулу, набиваем ее снова. Очередной порцией кофе соединяем две половинки и пользуемся. Вообще, год назад, когда я делал эти капсулы, я не думал, что они продержатся столь долго. Думал, что придется докупить еще одну коробочку и сделать из них еще один комплект разборных капсул. Но нет, все нормально, все хорошо. Из тех первых капсул испортилась только одна, и то по моей неопытности. Ну а остальные продолжают нас радовать чашечкой крепкого, хорошего кофе. А вот и мельхиоровая ложечка, которой я теперь набиваю эти капсулы кофе. Да, многие еще спрашивают, почему при набивке капсул кофе потом вытекает очень медленно. Ну, все очень просто. Во-первых, вы либо очень туго ее набиваете, либо вы используете кофе очень крупного помола. Ну, также не стоит очень плотно набивать, потому что влага не может просочиться через тугую набивку. Но с другой стороны, если вы используете очень слабую набивку, либо кофе вообще мелкого помола, то также получите очень нехороший результат. Кофе будет слишком жидкий. Сейчас вы видите тот помол, который использую в своих набивках я. Это не крупный и не мелкий, средний помол. Отлично набивается, хорошо уплотняется, ну и прекрасно заваривается. Вы можете использовать кофе любой, который вам нравится. Можете покупать зерна, молоть их помельче, но не слишком мелко. Пересыпать в баночку, потом использовать для набивки. Либо можно покупать уже готовый молотый кофе и использовать его также для набивки этих капсул. Покупной кофе Жокей я беру в Магните. Да, дешево и удобно. Тут гурманы могут возмутиться, как же так? А по моему мнению, кофе Жокей и кофе молотый каких-нибудь бразильских сортов ничем не отличаются по вкусу. Тем более, что я считаю, что не стоит переплачивать за то, что можно купить дешевле. Итак, теперь я беру нашу мельхиоровую ложечку, изготовленную, кстати, в СССР, и буду набивать капсулы. Можете посмотреть, как это делается. Теперь у меня уже побольше опыта, поэтому делается это все
проще и быстрее. Каждая порция кофе, заложенная ложечкой внутрь капсулы, аккуратненько приминается. Приминать надо не сильно, но чтобы структура кофе была плотненькой. Сильно давить не надо, иначе вы передавите, и кофе будет вытекать с трудом. Если совсем не плотно придавливать и меньше закладывать кофе в капсулу, то кофе будет жиденький, ненасыщенный. Поэтому тут опытным путем надо выяснить вот эти вот критерии, параметры наполнения. Делаю небольшую ямку ложечкой. Ложечкой это делать удобно. И следующий этап — это покрытие капсулы фольгой. Фольга обычная пищевая. Нарезана куча кусочков, кружочков, которые после набивки покрываются сверху. Еще один маленький нюанс. У фольги, которую я использую, одна сторона матовая, а другая более гладкая. Так вот, матовую сторону я кладу вверх. Для чего? Чтобы вот этот вот лабиринт пластмассовый, он не соскальзывал при создании давления в этой капсуле. В принципе, этот момент незначительный, но все-таки я почему-то решил делать именно так, на всякий случай. После того, как мы устанавливаем лабиринт, накрываем второй частью капсулу и немножечко проворачиваем, чтобы ее закрепить, чтобы она не развалилась в руках. Вот и все, капсула готова к использованию. Сейчас буду заряжать вторую капсулу. Да, за прошедший год рука у меня набилась, набивка происходит быстро. Пока одна партия капсул сохнет, вторая высохшая уже набивается свежим кофе. Видите, как все просто. Купили молотый кофе, набили капсулу, закрыли ее фольгированным кружком, надвинули сверху вторую половину капсулы, и все, капсула готова к использованию. После использования ее вычищаем по-хорошему, тоже чайной ложечкой, только другим ее концом. По-хорошему промываем, продуваем со стороны отверстия. В общем, добиваемся, чтобы там было минимальное количество влаги. После этого сушим. Зимой, когда работает батарея, сушить еще удобнее. Прямо на батарее. Вот таким нехитрым способом я обеспечил свою семью бесперебойным молотым кофе на завтрак. Как видите, за год ничего с этими капсулами не случилось. Все хорошо работает. Если видео понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.